Всем привет! Германия – страна порядка во всем, в том числе и дороги. Легендарные автобаны без лимита скорости, огромные штрафы, жесткие правила. И это все Германия. Сегодня мы разберем все особенности дорожного движения в Германии, как на автобане, так и в деревушках и городках, и на небольших проселочных дорогах. Прежде всего, подпишитесь на мой канал, так как я знаю, что больше 80% моих зрителей не подписаны. YouTube любит, когда подписываются на канал, тем самым вы поможете мне как автору. Начнем с иконы – немецкие автобаны. Итак, автобан, мифы и реальность. Да, на многих участках дороги нету ограничения скорости совсем. Тому подтверждение, как только вы въезжаете в Германию, сразу стоит знак «Конец зоны всех ограничений». Но также и установлены знаки ограничения на протяженности определенных расстояний на автобане. 120 километров, 130, 100. Главное правило автобана – Рехтфаргебен. Что же это значит? Это значит, что крайняя левая полоса у нас предназначена для скоростного маневрирования и совершения обгонов. Обогнал – съедь в другую полосу. Немцы очень строго это соблюдают. По проезду по Германии, конечно же, будьте готовы к штау. А штау знают все в Европе. И самое главное, штау, конечно же, в Германии. Штау могут быть как из-за ремонтов, так и в час пики, в конце рабочего дня, перед праздничными днями. И еще немаловажно, это совмещается конец рабочей недели, пятница и начало футбольных матчей Бундеслиги. И такие крупные города, как Мюнхен, Лейпциг, Дортмунд, там могут быть особые проблемы, потому что люди со всех регионов смещаются на футбол, а футбол в Германии это очень на высоком уровне, и каждый стадион собирает аншлаги постоянно. Главное правило при штау – это Rettungsgasse, спасательный коридор для экстренных служб. Крайний левый ряд смещается влево, все остальные смещаются вправо. За несоблюдение огромные штрафы. К штрафам мы с вами, кстати, вернемся в конце этого видео. Немцы огромные любители правила. У них все должно быть по правилам, в точность и вровень. Порядок должен быть. Девиз Германии также применен он к дорогам. Золотое правило на нерегулируемых перекрестках – это, конечно же, помеха справа. Ну, собственно, по этому правилу живет практически большая часть нашего населения на Земле. Пешеходы, конечно же, здесь имеют полное преимущество. Велосипедисты также здесь в огромном приоритете, у них все права, в целом, как и пешеход. За то, что вы не пропустите их, вас также могут очень сильно наказать. Во многих городах есть Умвельтзоне, это экологические зоны, куда въезд грузовым разрешен только со специальной наклейкой. Парковки в Германии – это отдельная вообще история, и мы с вами разберем, конечно же, пример грузовых парковок. Есть бесплатные и платные. Платные, всем известные тоже на весь мир, автохофы. В данное время, на 2025 год, забиты в 4 часа дня уже все парковки, и бесплатные, и платные. Ну, в первую очередь забиваются бесплатные, как леснички, так и заправки. А потом уже к часам 6, 7, 8 вечера забиты все автохофы. Поэтому планируйте сразу свои поездки, заранее ищите паркинг и планируйте свое рабочее время. Что до легковых, то платные парковки, синие зоны с парк-автоматами, где вам нужна шайба с временем выставленным, в котором часу вы прибыли на парковку. Также огромное количество запрещенных мест, где запрещено стоять, поэтому внимательно читайте знаки, и все у вас будет хорошо. Стиль вождения и штрафы. В городе в основном это спокойный и предсказуемый. На автобане совсем другое дело. Они замаргивают впереди идущего, потому что опять-таки чтят правило, что если ты едешь медленнее, кто едет сзади, ты должен быть в другом ряду, в правом ряду, не в левом. И поэтому немцы очень напористы. Что до грузовых, то скорость максимальная 80 км в час. Одиночные грузовики, максимальная длина составляет 12 метров. Автопоезд, грузовик с прицепом, максимальная длина обычно составляет 18,75 метров. Сидельный автопоезд тягача с полуприцепом, максимальная длина обычно составляет 16, точнее, с половиной метров. Длинномерные автопоезда есть такие, лонг ЛКВ.
или Европейская модульная система EMS. В некоторых случаях и на определенных маршрутах разрешена длина 25-25. Для таких транспортных средств требуется специальное разрешение и соблюдение определенных условий. Ограничения по весу, собственно, какие же? Для стандартных автопоездов и сидельных автопоездов общий вес обычно не должен превышать 40 тонн. Это как бы всем известно. В определенных случаях при перевозке негабаритных, интермодальных перевозках водного транспорта максимальный общий вес может быть увеличен до 44 тонн. Есть тоже также специально разрешенные маршруты, где вес может доходить аж и до 60 тонн. По нагрузкам на оси нам, наверное, больше интересует, когда мы едем на трехоснике, это чтобы у нас не было проблем с осями. Я ехал же с подъемной осью как и на тягаче, так и на прицепе. По факту на дороге у меня было 4 оси, так? Но у меня и вес груза был очень маленький. Одинарная неприводная ось до 10 тонн. Одинарная приводная ось у нас 11,5 тонн. Сдвоенная ось тандем в зависимости от расстояния между осями. И вот здесь уже, когда норвежские транспортники берут рулетку, здесь такой моментик, я так понимаю, немцы тоже берут в рулетку, от 11,5 до 19 тонн. То есть это речь идет о трехоснике. У кого 4 оси выходит, от 21 до 24 тонн. Вот, то есть все зависит от количества осей. В целом, то есть выходит у нас двухосный грузовик до 18 тонн, тягач, трехосный грузовик до 25 тонн. Задача вмазаться в 40 тонн и не превысить оси. То есть в целом спокойно можем передвигаться на трехоснике. Ну, запреты на движение, ребята, это отдельная история по всей Европе. Я этого даже не буду касаться. Смотрите европейцев. Я здесь залетный, меня это не интересует. Сейчас нету никаких запретов на этой неделе, поэтому я спокойно могу ехать. Ну, а в целом по Германии запрет — это воскресенье и праздничные дни. Основные, да, такие, которые нужно учитывать. Ехать могут только скоропорты. Конкретно скоропорты, даже не заморозка. Заморозка не является скоропортом. Скоропорт — это все, что температура плюсовая и там доходящая до минус 2, там, я не знаю, 3, как правильно ее судить. Раньше, вспомните, да, когда были там эти тул-коллекты, кошмары, а вот этот вот стойку, вот эту вот, я ее никогда в жизни не забуду. У меня не было тул-коллекта, получается, на машине. Мне нужно было вручную купить дорогу в Германии. Вот, и я стоял там, что-то куда-то тыкал. Хорошо, что мужичок рядом стоял, из Прибалтики, наверное, по-русски говорил. Он мне помог просто купить этот тикет по дороге. Это первый раз я был самый. В 2014 году это еще было. Вот, и все, я там поехал куда-то по какому-то маршруту. Ну, давно было уже, так толком не помню. Но помню, что там сложности какие-то были. То есть сейчас гораздо все проще. У вас есть ДКВ-бокс, едете вообще куда хотите. Ну и последний пункт — это ограничение по высоте. И Германия — это 4 метра. Не должно превышать 4 метра. Все, что выше 4 метров, вам нужно разрешение. Все очень просто. За нарушениями следят строго. Блицер, камеры. К слову, на которые нету заранее установленного знака, что это будет камера. Поэтому здесь просто нужно соблюдать скоростной режим. Штрафы за превышение, использование телефона за рулем, неправильную парковку или непропуск пешехода могут быть очень ощутимыми. Полиция также часто проводит проверки. Также не забывайте про Winterreifenpflicht. Это у нас зимние и всесезонные покрышки. Немцы также очень строго за ними следят. Тем более на легковых автомобилях. Знак аварийной остановки, аптечка, светоотражающий жилет – это все у вас должно быть как в легковом, так и в грузовом транспорте. Основные виды нарушений и штрафы за эти нарушения актуальны на апрель 2025 года. Для местных важно помнить, что, я думаю, они об этом и сами знают, помимо самого штрафа они получают баллы. При накоплении баллов у них могут отнять права. Для иностранцев, которые проезжают транзитом, либо по работе, наверное, будет просто штраф. Если какое-то серьезное нарушение, штраф будет более большим. Итак, давайте разберем самое, наверное, главное, это нарушение скоростного режима. За нарушение вне населенного пункта для легковых, которых вес меньше 3,5 тонн, штраф будет 40 евро от 11 до 15 километров промежуток превышения. Превышение на 16-20 километров грозит штрафом 60 евро. Превышением скорости на 21-25 километров грозит штрафом 100 евро. И самое жесткое, что может быть, превышение скорости на 70 километров в час грозит вам в 700 евро. И автоматическое лишение на 3 месяца прав.
Для грузовых выше 3,5 тонн действуют такие ограничения. От 11 до 15 километров вам будет штраф 60 евро. От 16 до 20 вам будет уже 160 евро. И так далее по геометрической прогрессии. Ну и самое жесткое превышение на 60 км в час грозит 3 месяца лишения прав и 760 евро. В Германии также контролируют несоблюдение дистанции. И здесь штраф будет начисляться в зависимости от вашей скорости и насколько близко вы были к другому автомобилю. Вам рассчитают все, и штрафы в районе от 60 и до 500 евро. Для грузовых автомобилей минимальная требующая дистанция 50 метров. Несоблюдение дистанции в 50 метров грозит вам штраф 80 евро. Здесь более все проще, чем для легковых. Следующий штраф за несоблюдение полосы. То есть, если у вас правая свободна, но вы идете по левой без всякой необходимости обгона, штраф 80 евро. Потерял кто-то рукав. Бочка потеряла рукав, и вот мужичок идет. Не мужичок, да, мужичок идет за рукавом. Молодец, увидел, как он у него там отлетел, непонятно. Машинка на обочине, когда стоит, видите, то принято в Германии также перемещаться в другой ряд. Сзади идущие машины также по необходимости либо перемещаются в левый ряд для обгона, либо сбрасывают скорость. Также, когда полиция стоит, где-то кого-то трясет, в общем, полоса безопасности занята, то принимаем, в моем случае, так как 3 ряда, принимаем средний ряд. Среди грузовиков действует традиция, как и во многих странах, но с годами это все больше где-то пропадает. В Скандинавии с этим пока что все хорошо. Это когда вы опережаете другой грузовик, вам сзади идущий грузовик моргает фарами, что вы спокойно можете переместиться в правую полосу. Безопасно можете переместиться в правую полосу. В Скандинавии ко всему к этому еще действует такая система, как когда ты поблагодарил сзади идущего, то еще сзади идущий делает один моргок. Моргок, да? Я не знаю такого слова. Ну да ладно. Вот, делает впереди идущему, типа, пожалуйста. Вот. Аварийка, спасибо. Моргание фарами впереди идущему, пожалуйста. Обгон справа в ненаселенном пункте 100 евро. Помните, я вам говорил про спасательный коридор? Так вот, точно так же за него, если вы не создаете этот коридор, вам будет штраф. Не сместился для создания коридора 200 евро и месяц лишения прав. Не сместился и создал еще проблему 240 евро и месяц лишения прав. Не сместился и нанес ущерб 320 евро. Незаконное использование коридора, если вы поедете за полицией, за скорой, за пожарными по этому коридору, вам также грозит штраф от 240 до 320 евро плюс лишение прав на месяц. И, конечно же, самое интересное для грузового потока – это штрафы за несоблюдение знака «Обгон запрещен». И здесь все очень просто, штраф 70 евро. Поэтому в Германии в большинстве случаев, когда стоит знак «Обгон запрещено», большинство обгоняет. Про режим труда и отдыха, конечно же, говорить мы не будем, там это совсем отдельная история, которой я абсолютно не владею, то есть здесь это не относится к дорожным штрафам. Также очень популярный в последние годы штраф – это держать телефон в руках. Неважно, что вы там делаете. Может, вы ничего не делаете, а вы просто его держите в руках, штраф 100 евро. В заключение этого видео хотел бы спросить у вас, какой у вас опыт вождения по немецким дорогам? Какие вы считаете плюсы, какие, может быть, минусы, пишите в комментариях. Я все прочту, всем отвечу. И я надеюсь, это видео было вам полезным, так как в Германии я был последний раз вообще 5 лет назад. И сейчас решил просто сделать 2 таких видео. Надеюсь, в ближайшее время сюда не вернуться. Поэтому вам всем безопасных дорог. Если видео понравилось, поставь лайк. Я буду видеть, что такие темы актуальны, и буду почаще рассказывать про страны, в которых буду сам бывать. Ну и с вами был Федор и канал Tracker in Scandinavia. Следующие видео у нас уже начнутся, естественно, в Скандинавии. Не пропускай, ставь колокольчик. И о всем актуальном. В канал идет цикличное видео, одно за одним.
вся история моего дальнобоя в целом, в Скандинавии и в других местах.